Всем привет, с вами канал Все про Android. Сегодня у нас видео для владельцев Samsung. Давайте изначально посмотрим по версии. У меня установлен Android версия One UI 6.1, версия Android 14, и эти настройки у меня присутствуют. Я думаю, что на новых смартфонах они есть в любом случае, в особенности если у вас One UI 7 или же бетка 8. Итак, что нам необходимо сделать, чтобы включить дополнительные настройки, так сказать, скрытые настройки Wi-Fi от Samsung? Рассмотрим несколько пунктов. Первое — это активация. Как перейти? Можете перейти через настройки, можете просто через шторку выбрать свою сеть Wi-Fi, перейти к ней и, выбрав в дополнительном меню Intelligent Wi-Fi, переключиться на активацию данного пункта. Последний пункт у нас Intelligent Wi-Fi, это 6.0, и кликаем по нему несколько раз. После чего у нас появится дополнительно новый пункт Connectivity LED. И переходим в этот пункт. Что здесь интересного? Во-первых, здесь вы сможете настраивать дополнительные параметры, показывает ваши Wi-Fi соединения. Удручает то, что здесь все на английском языке, но вы можете при помощи переводчика выделить нужный вам пункт. Я покажу, как работают некоторые пункты, для чего они предназначены. Интересные пункты — это Home Wi-Fi Inspection. То есть вы, включив Wi-Fi, можете активировать данный пункт, пройтись с вашим телефоном по квартире и выбрать место, в котором самый лучший доступ к Wi-Fi. То есть вы перемещаетесь с вашим смартфоном, планшетом и определяете место, где у вас самый отличный сигнал. Выходим из данного пункта. Второй пункт — это переключение на мобильные данные. То есть если у вас все-таки где-то Wi-Fi плохой, вы переходите и у вас безлимитный план мобильного интернета, тогда можете поставить галочку «Переключаться на мобильный интернет», чтобы соединение было более стабильным или же не терялось. Как только вы вернетесь в зону стабильного Wi-Fi, тогда переключение вновь переключится на Wi-Fi. Кастомизировать Wi-Fi List Setting. То есть в этом пункте вы можете задать фильтры, и при подключении к общественным сетям, если вы находитесь в зоне, где много общественных сетей, можете здесь выбрать фильтр, и вам будут показываться только сети, которые с сильным сигналом. Здесь уровень от среднего, показывать плохой и показывать самый сильный. Далее показывать band информацию. Сортировка по алфавиту, по RSSI и по лучшей сети, или же поставить по умолчанию. Также присутствует пункт Wi-Fi Developer Option. Здесь вообще множество информации. Тоже просмотрим несколько пунктов. Близлежащие точки. Информация. Опять-таки здесь смотрите, кто находится в зоне досягаемости, и ориентируетесь по сетям, какие сети работают на какой частоте и на каких сетях лучший Wi-Fi. Помимо всего, вы можете изменить сканирование. Здесь тоже пункт на английском языке. Давайте попробуем перевести для более близкого восприятия. Зачитывать не буду. Я думаю, что вы сможете прочитать. Тоже дополнительный пункт, который позволит вам в некоторых случаях экономить заряд вашего аккумулятора. Лучший вариант, если вы все-таки попытаетесь разобраться с этим меню, поставить приложение. Если у вас не работает, ссылочка на приложение, которым я пользуюсь, будет в описании видео, можете посмотреть. Так вы получите доступ ко всему меню, несмотря на то, что оно на английском языке. Просто в режиме реального времени сможете контролировать все пункты и разобраться и включить нужные или ненужные вам настройки. Если же вы хотите скрыть это меню, тогда вам достаточно будет нажать Reset All Lab Setting, подтвердить этот выбор, и этот пункт из меню Intelligent Wi-Fi пропадет. Вот такое вот небольшое видео. Я же на этом буду заканчивать. Проверяйте эти пункты, если у вас Samsung, и вы получите доступ к скрытым настройкам, которые позволят вам более точно и более продуктивно использовать Wi-Fi на ваших смартфонах или же планшетах от Samsung. Подпишитесь на канал, не забудьте оставить комментарий. До новых встреч!